И еще раз здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 27 февраля, и сегодня в своем первом обзоре по линии фронта я кратко пройдусь по тем городам, где произошли существенные изменения за ночь. Для начала Южный фронт. Николаев с востока блокирован, с запада он пока не блокирован. И по данным местных жителей, в город прошла ночью техника, скорее всего какая-то часть 28-й механизированной бригады вошла в город и даже оставила на его улицах две брошенные САУ гвоздики, которые почему-то местные жители приняли за российскую технику. Странно почему? Потому что на вооружении российских войск гвоздик просто нет. Это войска Украины потеряли две гвоздики. В целом по состоянию на утро ситуация там спокойна. Херсон. Руководство города объявило о полной блокаде города, теперь со всех сторон стоят российские блокпосты, и руководство этого же самого города боится, что его могут сегодня зачистить, потому что в соседней Новой Каховке уже полностью город зачищен и установлена новая власть. Кстати, по поводу установки новой власти. Все больше и больше приходит сообщение о том, что украинские города начинают переходить на ее сторону. И одним из первых тоже перешел город Купянск, где руководство города сообщило, что оно теперь сотрудничает с российской властью, и местная полиция работает с ней в унисон. Причем власть в Украине явно будет не российская, а будет новая украинская власть. Я так понимаю, что сегодня, и мы переходим к следующему городу, это Харьков. Ночью началась его зачистка, и сегодня уже руководство Харькова официально объявило о том, украинское руководство Харькова, что российские войска находятся в центре. И это подтверждается соответствующими видео. Я так понимаю, что сегодня город будет зачищен от ВСУ. И там, я так понимаю, может быть не сегодня, но завтра-послезавтра будет объявлено о создании новой Украины. Новой федеративной Украины, независимой и с большими правами для регионов. Причем я абсолютно уверен в том, что как только зачистка города закончится, мы увидим, как реально настроены жители по отношению к новой власти. То есть все идет пока по этому сценарию. По Мариуполю, я пропустил Мариуполь, по Мариуполю пока азовцы там держатся. Первый ночной штурм они отбили. Тем не менее, город полностью блокирован войсками ДНР. Российские войска в штурме не участвуют, у них, как говорится, совершенно другие задачи. Украинские войска в Волновахе тоже готовятся к штурму, который очень похоже будет уже сегодня. Тем временем приходит сообщение о том, что российская колонна, которая обошла Васильевку с востока, приближается к Запорожью, и стоит уже ожидать сегодня появления российских колонн на левом берегу Днепра в районе Запорожья. По поводу того, как продвигается наступление со стороны Балаклеи, пока новостей нет, но единственное есть пока неподтвержденная новость, что российские войска приближаются к Изюму. А это уже прямая угроза славянско-краматорской группировки. Город Славянск уже подготовлен к обороне со всех сторон, Краматорск тоже. То есть противник не собирается сдавать его без боя. Хотя, я думаю, ничего подобного не понадобится, никто их пока штурмовать не собирается. Главная задача — отрезать основные силы ВСУ на Восточной Украине и не дать им отойти в центр страны. По поводу линии фронта в районе Черниговской, Полтавской, Сумской областей, на сейчас примерно фронт выглядит следующим образом. Российские войска подходят к Нежину, Ромны они обошли, Гадяч подходит к Гадячу, и до Киева таким темпом им еще идти минимум сутки. А вот на правобережье произошли очень значимые события. Сегодня рано-рано утром пришло сообщение о том, что российские части из района Гостомеля прорвали оборону украинских войск в районе Бучи и пытаются вырваться из вот этой Гостомельско-Бучанской Ирпенской агломерации на оперативный простор, чтобы перерезать трассу на Житомир. Я так понимаю, это должно произойти уже сегодня. То есть свежих сил для удержания фронта в ВСУ нет. И, соответственно, далее они отойдут за Киевскую окружную и будут пытаться удержать периметр города по линии окружной. Вот это примерно то, что произошло за эту ночь и за утро сегодняшнего дня, 27 февраля. Продолжаем наблюдать за событиями. И следующий обзор традиционно будет через 3-4 часа. Итак, сегодня работаем тоже целый день. До свидания, ждите следующих выпусков.